Всем привет из Китая, меня зовут Дмитрий Белоусов. Как вы видите, сзади меня находятся какие-то прикольные товарчики. Это аромадиффузоры. Хороший, интересный товар, который не так давно вошел довольно плотно в нашу жизнь. И сейчас я нахожусь на фабрике, которая производит в Шэньчжэне данные товары. Я вам раскрою разные секреты этих товаров, где они хорошо продаются, как они производятся, как они тестируются, в чем их фишка и так далее. Чтобы увидеть все это, смотрите мой ролик до конца. Давайте же рассмотрим, какие здесь есть популярные модели. Сейчас нам порассказывают, какую-то часть мне уже рассказали. Вот я вам их продемонстрирую и расскажу определенные нюансы, что, как, где, зачем, какие прикольные лучше покупать, какие куда продаются. Подготовимся, представление относительно товара будет очень подробное, потому что мне здесь все очень подробно рассказали. Во-первых, вы видите перед собой большое количество разнообразных сертификатов. Сертификаты там с сайтов Alibaba и так далее, которые они тут повыставляли, это тоже полезно. Вот, можно там все проверять, смотреть. Ну, их тут много, потому что они обновляются. Это на самом деле их не так много. Ну, ладно. Значит, пойдем относительно классические модели. Вот здесь у нас с ним выставлена классическая модель, на которой у них есть патент. И здесь, судя по тому, как написано, этот патент получен даже в 2016 году. Обратите внимание на вот эту вот, значит, такую... изгиб вот этот, да. То есть вот это все, если вы видели когда-то китайский национальный женский костюм, он называется Qipao, вот, то это вот взято с него. То есть это вроде как верхушечка, немножечко как воротничок, как платье этого костюма. Ну, это конкретно для китайцев очень прикольно, потому что они понимают эту тему. Ну, для некоторых азиатских тоже. Поэтому у них начали с этого. Вообще, что касается цветов, вот эти цвета наиболее популярны. Вот этот цвет дерева, это, естественно, пластиковая она. Вот, можно смотреть, что она пластиковая. И цвет темного дерева. Вот эта модель хорошо продается, тоже она под дерево, ну и видите, с разными вкраплениями белого. То есть такой, кто-то хочет более дизайн как хай-тек, кто-то хочет более дизайн такой натуралистический. Вот. Идем с вами дальше. Вот здесь у нас модели, которые заряжаются от USB. Они специально здесь выставлены. Чем это классно? Это классно тем, что можно продавать и позиционировать это как то, что можно носить с собой. То есть, видите, тут из разных материалов все это есть. Вот здесь у нас находятся недорогие модели. Недорогие модели. Они сделаны для того, чтобы их можно было или поставить где-то на рабочее место, чтобы они много места не занимали, либо подарить. То есть больше на подарок. Просто, чтобы они, ввиду того, что они маленькие, не стоили дорого. Чтобы можно было небольшую денежку потратить и уже человеку подарить. И здесь мы передвигаемся к тому стенду, где у них показано, из каких материалов, в принципе, они могут делать внешнюю оболочку. То есть, если вы хотите делать прям какой-то классный товар, не такой, как у всех пластиковый, пожалуйста, вы можете обратиться. Они здесь показывают, что они открыты к подобного рода предложениям. Это у нас вот бамбук, то есть вот это настоящий бамбук, это не пластик, дерево. Понятно, там будет соединено с пластиком внутри. Вот тоже дерево. Вот это у нас как фарфор, да, ну керамика. Ладно, может не фарфор, керамика. Вот это вот мне сказали в Европу очень хорошо продается. Смотрите, стеклянные. Да, они тяжелее, они будут биться и так далее, но это уже продукция, которая на порядок более по классу превышает пластиковую. Интересный и полезный элемент декора. Вот новое. Это у них увлажнитель воздуха вместе с такой красивой подсветочкой и вместе с ароматизатором. То есть тут уже вставлена с эфирным маслом бутылочка. И ты выбираешь, какую функцию ты используешь, одну, две, одновременно, в течение какого времени и так далее. То есть, в принципе, интересная новинка, которую они хорошо продают на рынке Европы и Америки. Вот. Если у нас такое еще не продается, ну, можно пробовать продавать. Что делается всеми этими аромадиффузорами? Да, очень просто. То есть на маркетплейсах этот товар сейчас продается очень хорошо. То есть чего-то придумывать особого с ними не надо. Берете сначала, тестируете. Ну, я рассказываю для тех, кто вообще этим ни разу не занимался. Кто занимался, тот и сам знает. Берете, тестируете, смотрите конкуренцию. Смотрите, что интересного вы можете продавать, какие новинки китайские в вашей стране еще не продаются.
хотели бы вы в какой нише, эконом или более высокий сегмент работать. Вот. Производите обязательно это под своим брендом, для того, чтобы вы отличались от конкурентов, для того, чтобы было не нонейм Китай какой-то, а конкретно ваш бренд, который вы будете строить, возможно, придумать какой-то ваш дизайн, получать в Китае на него патент. То есть наносить свой логотип, усовершенствовать это, делать так, чтобы люди любили ваш продукт, и они отличали его от других, согласны были за него переплатить, за вашу идею, за ту душу, которую вы вложили и так далее. Ну, это как я бы развивался уже, да, со своим бизнес-бэкграундом, который у меня есть, и как я вам, ну, так, накидываю идеи. Вот. А там уже каждый сам себе хозяин, как хочет, так и развивается. Так, ну что, ребят, посмотрим на то, каким образом здесь проходит производство. Сразу скажу, производство не очень сложное. Вот, пластик здесь на этой конкретной фабрике не выплавляют, его выплавляют на другой фабрике, как они сказали, на нашей другой фабрике. Но иногда это может быть их фабрика, может быть не их фабрика. Скорее всего, если они поставили вместе, то это не их фабрика, но в этом ничего страшного нету, потому что ну, такие моменты, как выплавка пластика, как производство бумажной упаковки, как производство каких-то электрических моторчиков, деталей и так далее, это нормально, если фабрика это не делает, потому что это довольно специализированные, специфические задачи, которые, ну, если тебе не надо это в достаточно большом количестве, выгоднее это заказывать у кого-то, чем у себя. То есть все носит характер, насколько это целесообразно. У фабрики, в принципе, есть деньги, но, наверное, они не чувствуют целесообразность установки подобных станков и проделывания. Поэтому переходим непосредственно к тому, что здесь делается. Так, здесь у нас вот собранные заранее аромадиффузоры проверяются относительно выполнения своих функций и относительно того, могут ли они выдавать достаточное количество вот этого вот пара. Ну, то есть проверяется на выполнение мощности и выполнение своих функций. Сюда специально вот заливают водичку, вот, переливают и дальше, в общем, это делают. Они, кстати, 15 лет уже производством конкретно именно данного товара. И это хорошо, потому что очень часто попадаются такие фабрики-цеха, которые производят сегодня одно, завтра другое, послезавтра третье. Ну и, грубо говоря, падает качество. Эти занимаются 15 лет только одним вот этим, и это круто. Дальше это все протирается от водички, которая была при проверке. Выставляется нижняя и верхняя крышка, которые поступают сюда, ну вот в таких вот ящичках, то есть их заготавливают заранее, вот они там, наверное, находятся. Вот. Тут видите, везде коробки, все это, то есть тут уже такое последняя область сборки. Вот. Здесь проходит очередная проверка после того, как крышку сверху насадили. Я так предполагаю, что, наверное, толщина может не позволять этому штекеру подавать туда электричество, поэтому, наверное, на этот момент проверяется. Вот. Клеится номер, в котором дата и номер партии. Это сделано для того, чтобы потом любую штучку можно было найти и понять, кто, когда и как ее собирал, когда была допущена какая-то ошибка. То есть ребята беспокоятся про то, чтобы качество было на высоте. Это хорошо. Вот. Здесь вкладывается внутрь уже запчасти. Это блок питания и чашечка. Все это вместе прокладывается сначала один пакетик, чтобы оно там ничего не поцарапало и так далее. Потом уже сверху кладется пакетик со всем этим. Ну и здесь запаковывается у нас в коробочку. Вот. Попутно это несколько раз проверяется на качество дополнительно. Внешняя какая-то проверка, все ли вставили, все ли сделали и так далее. То есть у этой женщины именно такая функция. Рабочее место ремонтника. То есть здесь у нас этот ремонтник ремонтирует. То есть если что-то на этапах проверки предыдущих подверглось какому-то браку, он был обнаружен, пожалуйста, ему дают сюда, он здесь разбирает. Я так понимаю, что, скорее всего, браки однотипные, поэтому примерно он понимает уже, как ему чинить. И довольно быстро может там что-то открутить, починить, переставить и так далее.
Вот. Судя по всему, с Донгуаня они привозят не только пластиковые вот эти чехлы, но и уже и сложенный внутрь туда механизм. Механизм, давайте посмотрим на него, он довольно простой, как я смотрю. То есть там прям немного чего есть. То есть само по себе это изделие, оно довольно простое с инженерной, наверное, точки зрения. Вот. Поэтому здесь больше отыгрывает роль какие-то инновации, новинки, прикольные какие-то функции новые и дизайн, поскольку вещь такая все-таки больше, скажем, ну, как я считаю по себе, больше не то что юзабельная, а больше такая дизайнерская, чтобы сделать приятно, там, доделать, чтобы она красиво смотрелась. Кто вообще не знает, что такое диффузор, это как бы для того, чтобы увлажнять воздух, одна из функций, и ароматизировать его. Вот две основные функции. Ну и дальше обычный стандартный упаковочная линия маленькая. Сейчас нам решили ее показать. Ну, сделаем вид, что мы этого не видели. Я думаю, вы это видели. Если нет, то посмотрите. То есть большой моток вот скотча. Вот, запускается. Сейчас тут разворотик будет. А нет, разворота не было. Все, с нескольких сторон сделали. И теперь оно заворачивается, во-первых, ровно, во-вторых, ну, без участия людей. Вот. Я думаю, что такой аппаратик, если вы захотите себе поставить, я думаю, у тех, у кого есть производство, он по-любому есть. Он недорого стоит, его можно присоединять к каким-то линиям в конце, можно использовать отдельно. То есть я помню, как-то мы такими станочками занимались. Ну, такое, одно из самых простых станочков. Потом ребята еще специально ставят на весы, которые тут поставлены, коробку. Вес должен сходиться с тем, как написано здесь, ну плюс-минус сходиться. Мы видим здесь 8,74, здесь 8,5, да, вот отправка идет сразу на FBA в Amazon. То есть, что эти штучки, как я и говорил, они очень классно на маркетплейсах продаются. На любых маркетплейсах, в принципе, в любых странах, и вы можете вот наблюдать, это просто взято вот отсюда, ничего никто не выдумал, вот, пожалуйста, на FBA отправляется, можно посмотреть. Вот, поэтому оно и запаковывается хорошо. Я бы вообще, конечно, вот это еще скотчем запаковал, чтобы оно случайно не содралось. Ну, наверное, если так отправляют, им достаточно. Вот здесь 8,5, там 8,74, то есть немножечко больше оно. Имейте в виду, что когда вы отправляете любые товары, как правило, то, что написано на коробке, оно с реальностью может отличаться где-то из-за толщины картона, где-то еще из-за чего-то. Поэтому упаковочный от фабрики, он всегда примерный. И не надо ругаться, что они там, допустим, обманули вас или какую-то неточность допустили. Просто это надо перепроверять, потому что печатается какая-то плюс-минус стандартизированный вес, а потом по факту он выйдет другой. Давайте вот можем проверить, все здесь 8,74 весит или нет. Давайте возьмем другой. Все четко в плане одинаковости. Вторая коробка 8,74. Вот я только что положил сюда эту коробку, отсюда взял вторую. Ну, просто не снял, руки были заняты. Тоже 8,74. Соответственно, ну, конкретно в этой партии оно будет весить так. А потом, знаете, где-то кулечек чуть-чуть толще, где-то еще что-то. Что-то может немножко меняться, и вот оно дает этот лишний вес. Поэтому имейте всегда это в виду. Вот. Ну, а про Amazon, кстати, отправкой товаров на Amazon и производством под Amazon мы занимаемся в том числе. Знаем их требования по упаковке, там нужна индивидуальная упаковка по особым требованиям для каждого продукта, требования к картону. Картон это так по-английски называется внешний упаковочный ящик, ну, внешняя упаковочная коробка. Вот. К ней тоже определенные требования, чтобы она не весила больше определенного веса, не была по каждому из параметров больше определенного значения и имела вот этот специфический штрих-код, который здесь наклеен. Вот. Хорошо, если все это отправляется на один FBA-центр в США, и оно не путается, потому что часто могут выдавать на разные партии штрих-коды на разные FBA-центры в США. Такое тоже бывает. Там главное не запутаться со всем этим.
Так, я не терминатор, просто я одел очки, чтобы показать вам, как работает здесь сотрудник, который наносит все логотипы и прочие обозначения на аромадиффузоры. Они работают вот в таких вот очках, потому что они работают вот с таким вот лазерным аппаратом. Лазер, собственно, находится вверху, ну вот это вот лазер. Сюда вставляется аромадиффузор, той частью, которой необходимо что-то нанести. Вот, например, у нас есть кнопочки и еще обозначение, какое количество воды налили. Сейчас я вам покажу. Вот, сюда это вот таким вот образом вставляется. Вы уже видите лазер. И автоматически ты поставил, оно перекрутило на нужную сторону, нанесло. Очень точно, очень классно. Ты убрал это. Все. Достал, убрал. Вон на кепке еще есть. Вот таким образом это происходит. Очки, может быть, для крутости, может быть, действительно, когда наносится лазер, чтобы потом, знаете, как со сваркой от длительной работы, действительно могут быть какие-то проблемы. Вот сейчас покажу вам сравнительно. Я сначала задал вопрос, почему это не делается. Ну, например, там, как шелкография. Я знаю, такое часто наносится на термосы. Раньше ими много занимался. Вот. А тут я увидел, в принципе, без всяких слов мне стало понятно, почему. Потому что лазер намного более точно и мелкие детали хорошо наносит. Вот здесь немножко плохое освещение, но можно посмотреть, насколько маленькие детали и как они очень точно, без всяких ляпов, без чего-то. То есть, если бы это была краска, это было бы, наверное, писали бы они более большими шрифтами, было бы окей. Поскольку маленькие, плюс наносят они это и на пластик, и на... Так, это у нас тоже пластиковые. Да, на пластик только наносится. Ну, наверное, выбрали такой вот способ. Плюс еще его можно автоматизировать, потому что шелкографию ты не автоматизируешь, там человек должен, ну, это наносить. Короче, вроде и там используется человек, но есть определенные нюансы, как наносится логотип и в одном, и в другом случае. Вот. И через эти нюансы порой интересно узнаешь, а потом думаешь, может, когда-нибудь и я себе подобную фабрику сделаю и тоже буду, и вот какой я выберу способ там нанесения логотипа и так далее. Я их столько всяких знаю, уже на фабриках видел, но они все имеют какие-то определенные нюансы. Станочек, к вашему сведению, если будете себе такой покупать, мне сказали, стоит 160 тысяч юаней, это примерно 23 тысячи долларов, вот этот вот, который поворачивается и в разных местах может наносить. То есть вы экономите время на то, чтобы это не переставлять каждый раз, это ваше изделие на новое место нанести логотип. Производительность вот такого за день, они говорят, за рабочую смену, около 5000 штук они могут наносить логотипы. И у них такие две. Соответственно, свободно 10 тысяч штук они могут наносить логотипы в день. Может, за сутки, может, за день, пока не уточнял. Ну, примерно понятно. Так даже не выглядит. Ну, на самом деле, я вам скажу, для станков 23 тысячи долларов это ни о чем. А вот это старое поколение, то есть вот это вот стоит 60 тысяч юаней, это примерно 8,5 тысяч долларов. И суть ее в том, что она не крутится. То есть как ты вставил, так оно и нанесло. Поэтому тебе каждый раз надо аккуратненько его переставлять. В общем, это как бы не очень удобно. Поэтому они, наверное, уже от этого отказались. Или, может, делают иногда. В общем, каждый раз какие-то интересные мелочи и детали узнаешь, когда посещаешь любое производство. Поэтому, я думаю, вам интересно. Если интересно, или если есть какие-то вопросы относительно данного продукта, производства или что-то, то в комментариях это пишите. Мы будем стараться отвечать и, так сказать, в нашем просвещении работать дальше. Подписывайтесь на наш канал для того, чтобы видеть больше подобного лайв-контента, который я снимаю прямо на фабриках, на тех фабриках, с которыми мы сотрудничаем уже по производству товаров, и на которых у нас расположены заказы от наших клиентов. Без проблем вы будете видеть этого большое количество. Ставьте колокольчик, подписывайтесь, смотрите. Я думаю, мало где найдется такое большое количество лайв-контента, который подробно и экспертно рассказан и представлен по разным тематикам фабрик в Китае.
Так, сейчас мы находимся в комнате, в которой проходят проверку разнообразные детали или даже целые изделия. Ну, то есть как бы исследовательская такая комната. Но не для массовой проверки, а для того, чтобы выборочно проверять, можно ли сотрудничать с тем или иным поставщиком материалов, чтобы проверить качество материалов. Здесь китайцы не удосуживаются, так сказать, просто вот поверить на слово или каким-то сертификатам. Они проверяют все вот на практике. И все станочки, которые здесь есть, все вот эти вот исследовательские эти станки для проверки качества материалов, я вам сейчас их назову, будете понимать. Вообще интересно. На самом деле применимо практически для любого производства. И, скорее всего, много где есть, но тут меня как-то в это очень глубоко погрузили. Вот это у нас специальный станок, который проверяет провода, именно провода. Видите, вот провод на изгиб. То есть, как быстро вот тут вот что-то порвется. То, что вы, если имеете iPhone, уже надоело вам, что он тут рвется. Вот, будьте уверены, что если оно там рвется спустя какое-то время, Apple так это задумано, потому что они могут вычислить, в течение какого времени оно там порвется. Вот сюда оно вкладывается, определенный угол задается, видите, определенный грузик задается, и вот оно тут стоит какое-то время, а может там еще крутится, вертится, дергается и так далее. Все, и мы узнаем, когда вот это оторвется, то есть какая у него стойкость. Вот тут для примера включили. Здесь целое изделие вкладывается сюда, и какая-то температура устанавливается либо экстремально низкая, либо экстремально высокая. То есть экстремально низкая — это в данном случае минус 20, экстремально высокая — больше 60 градусов. Они ставят на 8 часов и смотрят, то есть будет оно работать или нет. Для того, чтобы если клиенты покупают это и будут использовать условно там где-нибудь на севере там, Норвегии или Финляндии в супер таких холодных условиях, или где-нибудь там в Африке, в Марокко, ну, будет у них это нормально работать или нет. Дальше это печка. Вот, в печке они проверяют тоже материалы, будут они плавиться или нет при определенных температурах. Дальше. Здесь проверяются конкретно металлические какие-то изделия, болтики, еще что-то металлическое, оно кладется сюда на 24 часа и смотрит поставщик, достаточно ли хорошую нержавеющую сталь сделал или нет. Видите, тут написано Salt Spray Test Machine Precision. Ну, то есть оно там еще, наверное, с какими-то солями, может быть, чтобы эта вода имитировалась, какая она там есть. Вот, как быстро что-то будет ржаветь, вот так, если по-простому. Это для упаковки, то есть здесь кладется коробка, и если эта коробка, ее делают так, чтобы она так трусилась, вертелась, и смотрится в коробке, допустим, что-то сильно перемешается или нет, и коробка там помнется, с ней что-то произойдет или нет и так далее. То есть для проверки качества упаковочных материалов в основном. Вот. Здесь используется для того, чтобы проверить качество моторчиков. То есть моторчик наматывается, вон его проводочки на контакты металлические, у него задано какое-то определенное количество часов, которые он может проработать, допустим, там 5000 часов или что-то такое. И вот тут его ставят на эти 5000 часов и смотрят, умер он или не умер. Примерно так. Это уже не используется, это раньше использовалось для того, чтобы методом нанесения шелкографии проверять качество нанесения краски. Но сейчас они используют уже лазер, поэтому это не требуется. Ну и здесь электрические такие приборы для того, чтобы проверять там на высокое напряжение, например, вот этот, или на другие элементы. При появлении нового поставщика тех или иных материалов они закупают и здесь имеют возможность самостоятельно проверить, чтобы куда-то не обращаться, и всегда это все было в доступе. Ну, в принципе, выделить среди 4000 квадратных метров, которые тут имеются, такую комнатушку, чтобы иметь возможность самостоятельно все это делать, за 15 лет можно. Поэтому все нормально, все адекватно. Их проверка качества, комната для проверки качества, ну, в общем, сюда приходят и инспекторы, которые из, ну, так сказать, внешние, такими, которыми, кстати, довольно часто выступаем мы.
Вот, и сюда приходят, в принципе, и не приходят, а здесь работают их постоянные сотрудники, которые вот достают, и те партии товаров, которые у них отправляются. Ну, мне сказали все, если честно, я не верю, что они каждую штучку достают и проверяют, потому что, мне казалось бы, это, наверное, довольно большие затраты по времени. Вот, но говорят так, то есть каждую надо проверить здесь еще. Хотя на производственной линии вроде она уже проверяется. Ну вот мы зашли, кто-то сидит, проверяет, наверное, не для меня, ради вида посадили. Ну, в общем, есть такая комната, есть такая функция, и это хорошо. Потому что хорошо, когда про это соблюдение качества и методы проверки говорят, даже если они где-то что-то не соблюдают, там в формате показушки или что-то, все равно это лучше, чем если про это не говорят, там нету подходящих помещений, оборудования и так далее. Тогда, соответственно, оно совсем понятно, что не делается. Ну, молодцы, если честно, вот прям такого хорошего подхода не видел, прям мысленно очень сильно радуюсь за ребят, что они так классно работают. Здесь, смотрите, если кто-то напечатал побольше коробочек, они оставляют их здесь, коробочки хранятся, потому что вы можете производить на этой фабрике. Они могут что-то продавать из остатков без бренда, ну там уже как договоришься. Так в целом где-то от 500 они работают, либо от 1000, если со своим брендом, единиц одного вида. Поэтому минимальное количество для печатной продукции может быть там пару тысяч. Вам придется остаточки здесь ложить, поэтому все это можно сделать, вот оно лежит. Уже готовую продукцию поставили, ну то есть вы видите, примерно вон там один и тот же бренд, вот он уходит. Вот. Нашего бренда тут сейчас нету, поэтому я, если что, всегда соблюдаю конфиденциальность в плане того или иного товара или продукции, поэтому обязательно за это можно не беспокоиться. Как пример я фабрики беру, с которыми мы сотрудничаем, для того, чтобы продемонстрировать. Но, естественно, я не показываю, какую продукцию там клиент заказывает, это его коммерческая тайна, куда он ее отправит, в каком количестве, почем, это вот абсолютно все нет. Просто демонстрируем, какие виды есть производства, рассказываем, что и как, для того, чтобы вам стало это яснее, понятнее, специфика работы и так далее. Делимся экспертностью. Вот, понятно, в принципе, вот продукция. Это разнообразная, можно видеть, тут даже как бы и бренда нету, ну и хорошо. Все отправляется примерно так. В общем, таким образом на складе тут все и происходит. Ну, склад как склад. Такая самая, можно сказать, для нас менее интересная и скучная локация. Что ж, на этом мы будем заканчивать наше видео. Я думаю, вам показалось довольно интересным это видео. Вот, посмотрели, какие разнообразные вообще в этой сфере аромадиффузоров есть товары, почем они продаются. Вот, напоминаю, что наилучшее место для продажи подобного товара – это Marketplace. Вот, если вас заинтересовала наша деятельность в плане контроля производства товаров на фабриках, не только данного товара, любого, в принципе, товара, вы можете находить наши контакты внизу. Там менеджеры, обращаться к ним для того, чтобы провести бесплатный скоринг вашего проекта, бесплатно ответить вам, выгодно ли это, производится ли это в Китае, какие-то ориентировочные цены и так далее. Если нравится, все окей, ну тогда мы можем с вами переходить уже в финансовую плоскость взаимоотношений и взаимодействовать, надеюсь, долгосрочно и плодотворно в плане производства товаров в Китае. Меня зовут Дмитрий Белоусов, компания Easy China Business, на этот раз из Шэньчжэня, с фабрики по производству аромадиффузоров. Пока, удачи!